Июль. Самый разгар лета. Вода в забайкальских реках в этом месяце прогревается до своих максимальных значений. Где и на какие снасти ловить в этот период лососеобразных ленка и хариуса? Ответом на эти вопросы и была посвящена очередная экспедиция от магазина «Клёвый». Из снастей предполагалось опробовать верховую и поплавочную удочки. Нахлыст, а также спиннинг. При выборе водоема команда руководствовалась тем фактом, что ленок, являясь представителем лососей, ввиду особенностей дыхания, очень чувствителен к температуре воды. В эту жаркую пору он стремится уйти из больших рек в малые, вплоть до небольших ручьев, где вода прохладнее. А поскольку рыбу нужно ловить там, где она есть, выбор пал на небольшой приток Анона в труднодоступном уголке первозданной тайги на юге Забайкалья. Путь предстоял нелегкий. Поэтому в качестве транспортного средства был избран лучший из российских внедорожников «Шишига» или ГАЗ-66, который любезно предоставила компания «Инросчета». Дорога в один конец заняла у нас 2 суток. Здесь был и асфальт, и грунтовка с крутыми хребтами. Увидел поворот. А запах какой? Ой-ой, свежак. Только что дождичек прошел. И броды через ручейки, в которых, несмотря на их размеры, стоял хариус, которого безрезультатно пытались поймать не совсем обычным способом. Были и серьезные неприятности, болотные мари. Но надо отдать должное военной технике. Она просто создана для преодоления подобных препятствий. О, вылазим. Все, вышли. Ну вот, наконец, все преграды пройдены. И экспедиция прибыла к заветной цели таежной речки Невелички. Чистейшая, прохладная, около 12 градусов вода вселяла надежду на успех. Велико было желание сразу схватиться за снасти. Но тайга не терпит такого легкомыслия. Нужно в первую очередь найти место и обустроить лагерь. А вот и первые таежные дары.
пила в лесу становится необходимым инструментом. Один ступень замутил. И мясом единым сыт человек. А еще капустой, помидорами и луком. Обустройство закончено, и наши экспедиционеры принимаются за рыбалку. Сначала решено было попробовать поплавочную удочку в проводку. В качестве приманок использовались забайкальские обманки, а также натуральная наживка. Где раздобыл? Он лисина лежит на берегу. Свежая. Не изгложенная. Слышно было ночью, аж как короеды точат дерево. Поэтому и нашел их. Думаю, что такое? Сейчас будем пробовать на натуральный корм. Первый результат не заставил себя ждать. Надо заметить, что хариус здесь был не крупный. А так как основной целью команды был все-таки ленок, в следующем походе было принято решение попробовать верховую снасть с естественными и искусственными приманками. Сожрал, как будто. Стоят здесь ленки. Подобные поклевки на кузнеца были очень редки. Это объяснялось загадочным, почти полным отсутствием летающих и прыгающих насекомых. В желудках ленков, случайно пойманных на кузнечика, был только песок. Как пояснил нам известный читинский ихтиолог Константин Логинов, при отсутствии летающих насекомых ленок переходит на придонное питание, выкапывая личинок из песка. Подобная ситуация вынудила участников команды взяться за, казалось, неподходящую для небольшой речки снасть – спиннинг. Надо заметить, что спиннинг этот особый, так называемый ультралайт. Это легкое, короткое удилище, небольшая катушка и достаточно тонкая леска. Такое сочетание идеально подходит для точных забросов легких блесен и воблеров. И вот тут результат превысил все ожидания. Игнорировавшие насекомых ленки с жадностью атаковали небольшой воблер. Следует заметить, что хрупкое на первый взгляд удилище достойно справляется с ленками весом более килограмма. Как показала практика, раскраска воблера не имела особого значения. Отлично себя показал, например, вот такой оранжевый образец известной фирмы Rapala. Следует заметить, что крупный ленок днем стоял в небольших, как правило, закоряженных ямах.
Точно бросить приманку и не зацепиться легко позволяла современная сбалансированная снасть и многолетний опыт участников экспедиции. Результаты спиннинговой рыбалки впечатляют. Однако следует позаботиться и о сохранности добычи. Прежде всего, ее нужно правильно разделать еще до возвращения в лагерь. Сначала полностью удаляется голова, затем тушка разрезается со спины и тщательно вычищаются потроха и остатки крови. Однако мало правильно разделать рыбу. Ее еще нужно правильно засолить. Рыба режется на порционные куски, обсыпается крупной солью и укладывается в специальный кан из нержавеющей стали. Затем придавливается тяжелым гнетом до выступления тузлука и убирается в прохладное место – ямку или студеный ручей. Так рыба просаливается 2-3 дня. Дольше хранить рыбу нельзя, так как начинает портиться тузлук, и от него необходимо избавиться, а рыбу подвялить. Лучше делать это над костром, потому что дым отпугивает мух, а рыба слегка коптится. Приготовленную таким образом рыбу для транспортировки нужно завернуть в ветошь. Ну а рыба, пойманная в последние дни путешествия, успешно доедет в соленом виде прямо в тузлуке. Ну и, конечно, некоторой части улова было суждено быть съеденной на месте. Жаль, что мы не можем передать запах и вкус жареного ленка и хариуса. В дровах еще потому что. Да. И теперь про баню. Как всегда, с нами была наша походная баня. Затопленная кедровыми дровишками, она доставила неописуемое удовольствие в этом живописном и глухом уголке Забайкальской тайги. Чистейший воздух и вода, а также самый настоящий пар сделали такими же чистыми наши тела и дух. С такой банькой не сравнится ни одна городская сауна. Ну а теперь, пожалуй, расскажем о самом интересном. Поскольку спиннинг показал себя самым результативным днем, почему бы не попробовать его ночью? Да, вы угадали. Речь пойдет о захватывающей ловле на мыша. В этот раз участники решили попробовать фабричные красноярские мыши, которые отлично сбалансированы и замечательно идут по воде. Начинать мышковать можно еще в сумерках. Это дает возможность пристреляться к противоположному берегу. Несколько десятков забросов, и мышка, так понравившаяся рыболову, понравилась и ленку. Очень интересно происходит поклевка. Ленок сначала бьет приманку хвостом. В этот момент подсекать не следует. Нужно выдержать паузу.
И лишь затем рыба хватает ее пастью. Вот тут медлить не стоит. Тут кило почти. Охота на мыша оказалась не менее результативной дневного спиннинга. Причем помимо мыша отлично работал австралийский поверхностный воблер – ночной гуляка. Вот результат ночной охоты. 3-часовой. Снасти. Вот такая мышь и вот такой воблер Night Walker. Прошлой ночи брал в плесе, а сегодня перед дождем, может быть, в струе и в ямке, в небольшой ямочке, но в струе, а в плесе чисто было. Успех ночного гуляки заставил наших экспедиционеров пойти на эксперимент. Попробовать покидать аналогичный воблер, который идет по поверхности воды днем. Вот что из этого получилось. Килограммчик. Пойдем дальше. Опять ленок днем в жару берет на вот такого мышонка-лягушонка. Не мудрено. В такой рот целая крыса попадет. Совсем речка невеличка. Сюда он летом и уходит. Ну и, конечно же, работали старые, добрые, вращающиеся блесны Blue Fox, на которые брали как линки, так и хариус. Как показывает наша многолетняя практика, эти приманки всегда работают на любых водоемах и при любых условиях. Уткнуть-то можно, да? Все 3 крюка съел. Вот и пришла пора прощаться с этой замечательной речкой. Обратно решили выбираться по другой дороге, которая, в отличие от первой, проложена не по низинам и марям, а совсем наоборот, через вершину кольца двухтысячника. И тут наш вездеход в очередной раз подтвердил свое высокое звание, успешно покорив покрытый кедровым стланником Галец и открыв нашему взору захватывающие дух просторы Забайкальского края. Ну и в заключение хотелось бы рассказать о необычайной красоте Забайкальской тайги. Помимо привычной листвянки здесь растут кедры и голубые ели.
Прямо по берегам реки много голубицы, смородина и земляника. В лесу можно встретить малину и жимолость. Ой, какая жимолость. Долговатая. И чуть горчит. Витаминов, говорят, еще... Тайга благодушно предлагает свои лекарственные запасы. Девятильник, иван-чай, бадан и молодой кедровый орех. Берегите природу, тушите костры, убирайте за собой мусор. Помните, наша тайга – это самое дорогое, что у нас есть.